Что нас ждет в ближайшие 6 лет? Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Вы до сих пор живете в текстильщиках? Да. Расскажите тем, кто не понимает, что это за место. 2000 год, текстильщики осень. Да, на самом деле обычный район, и сейчас он не так уже далеко оказался от центра, в силу того, что Москва с дикой скоростью разрастается. Плюс его в том, что он недалеко, а минус в том, что он остался такой, в общем, ну, как бы не самый уютный район Москвы, так могу сказать. Ну, я привык, я там родился, мне, в общем, там довольно комфортно. Расскажите самую лютую историю про текстильщики, которую вы видели, поучаствовали, застали. Ну, в 90-е, в начале нулевых так было довольно жестко, когда ни у кого не было денег. Так. Ну, не знаю, один раз вот мы с приятелем пошли купить водки, и около магазина на нас прыгнуло 4 человека, как бы у них какие-то были отвертки, помяли, в процессе отобрали бутылку водки, ну, и нам пришлось покупать следующую. Вот, пару ребер мне сломали. Давайте честно, вот только честно. Из-за чего вы больше переживали? Из-за того, что отобрали бутылку или из-за ребер? Ну, про ребра я вообще сразу не понял, ну, конечно, из-за бутылки. Ваша же цитата. «Я хоть интеллигентный пацан, но много знаю про жизнь преступников». Откуда? Ну, что значит откуда? Любой человек, которому сейчас, во-первых, это интересно, может узнать это просто из интернета многое. Плюс 90-е годы сам я как ничем криминальным не занимался, но мне кажется, у каждого человека были какие-нибудь там друзья и приятели, либо знакомые, которые имели к этому отношение. Почему вы никак не имели к этому отношения? Ну, не знаю, мне никогда не хотелось ничем подобным заниматься. Хорошо, трек «Биография». Про кого он? Первая пуля вошла в руку, больно, сука. Вторая в щеку угодила, косой мудила. Ну, это собирательный образ. Это лирический герой. Ну, да. Ни вы, ни ваш коллега по написанию текстов не переживал ничего из этого. Ну, какие-то кусочки. Не, ну, в принципе, понятно, это наш лирический герой. Нет, ну, мы не занимаемся собственным жизнеописанием. Мы, придумываем какие-то истории, скорее. Вспомните момент, когда вы подумали, что интересно было бы рассказывать такие истории. Такая блатота на новый лад. В тот момент, когда мы решили вообще сделать рэп-проект, рэп всегда об этом, о чем-то таком, мне кажется. Но вы сделали так, как не делал все равно никто другой. Почему именно так? Потому что, рэп такой жанр, что обычно в нем поется про те темы, про которые поем мы, просто мы, как бы сказать, переложили это на наши реалии, если можно так сказать. Почему рэп? И как это происходило? Вот смотрите, давайте... Вы помните там место встречи, место рождения решения? То есть вы взяли по бутылке, по 2 бутылки вискаря, встретились и подумали, блядь, стоит группу замутить. Что будем делать? Металл? Панкуху, как Exploited? Или рыбчину? Как? Вот если... А давайте попробуем вспомнить, вот детализировать тот вечер, день или неделю. Опять-таки, прям до дня, просто не смогу детализировать и не уверен, что был прям день, но как примерно это все получилось, могу рассказать. Давайте. Почему рэп? Ну, потому что мы любили и слушали рэп, и любим и слушаем его. Понятно, что это жанр... самый простой для воспроизведения, то есть сделать как эксплойт, это надо, в общем, как минимум аккорды уметь зажимать. А рэп российский, вот он как-то нас не вполне устраивал. Как-то нам казалось, что можно, как-то сделать пожирнее и покруче. И вот мы попытались. Чем он не устраивал? Либо он был слишком мягким, либо он слишком калькировал какие-то западные образцы, либо один, либо микс из нескольких. В общем, сейчас так многие и делают, насколько я понимаю. Угу. А вы хотели самобытный? Нам всегда хочется делать какой-то оригинальный продукт, да. И инициатором затеи, наверное, я был. Ага. И в тот момент мы общались и дружили, мы и сейчас дружим вот с музыкантом и автором первых наших 2 альбомов, Сережа Крылов, который в Кровостоке был известен как Полутруп. Вот. Мы с ним общались, он диджей, коллекционер винила раритетного и был, и остается. В общем, он хорошо разбирается в хорошей музыке. И как-то мы дружили, и я предложил ему этим заняться, он согласился, и мы начали как-то этим заниматься.
Кровосток же называется чуть ли не единственной группой, у которой в составе официально есть гострайтер. Как писались тексты? Ну, тут тоже было по-разному. Вначале я писал тексты, писал Фельдман Дмитрий Фаин, мой друг и коллега. Вот. А потом постепенно по текстам стал больше писать он, меньше писать я. Как-то, я не знаю, ну, мне перестало это так идти как-то. Вот. И сейчас, в общем, текстами занимается он. Мне кажется, у него лучше это получается. Вот. И вот так получилось. Но при этом у нас в этом смысле ситуация подвижная. То есть, если, ну, как-то мне попрет, и я напишу текст, и будет мой текст, в общем, не то, что у нас кто-то за что-то отвечает. Как пример, например, наш нынешний музыкант Фантомас 2000, КТ Рудчик, он написал 2 текста наших, причем один из них, на мой взгляд, ну, один, в общем, из основных наших хитов — «Куртет», собственно. Эти куртецы травеха разбудили ностальгические чувства. То, что, бля, мы творили, это было в натуре искусство. Ну, то есть у нас... Это его текст? Да. О, это неожиданно. Да. Песня «Череповец». Что это и о чем? Череповец, череповец. Ничего личного, просто пиздец. Ну, это о тяжелой и невыносимой жизни в наших российских постсоветских промышленных городах. Ну, тут мы, ну, скорее, «Череповец» приводили как в качестве примера, то есть, на самом деле, песня не про Череповец, а про любой, в общем, такой подобный город, Челябинск, например. Ну, город. Ну, из тех, что я был. Моногород, в общем, тот, который моногород, где, да, в общем, есть какие-то огромные предприятия, а все, кто живут вокруг, в общем, обслуживают их, да-да. Череповец обиделся. Как бы комментирующие разделились на 2 лагеря. Большая часть была возмущена, говорили, что и город не такой, что он прекрасный. Вот. Но я, собственно, с этим и не спорю. То есть, ну, наверное, и прекрасный. Вот, а часть была такая именно, что да бросьте вы, ну, действительно же пиздец. Ну, в общем, как-то так. Сейчас вы удивитесь так же, как и я, когда узнал этот факт, но 2017 год стал рекордным по количеству иностранных туристов, приезжавших в Россию. Только через организованные туры к нам заехало более 3 миллионов человек. И примерно треть из них — китайцы. В этом году, благодаря чемпионату мира по футболу, рекорд наверняка будет перебит. Спрос на билеты огромный. Если вынести за скобки Россию, больше всего билетов было распределено в США. 80 тысяч билетов. Это дико удивительная цифра, если учесть, что сборная США не будет на чемпионате мира. После США идет Бразилия. 65 тысяч билетов. Кстати, с болельщиками сборной Бразилии у меня связаны самые яркие впечатления, которые я когда-либо испытывал на чемпионате мира. 2006 год. Германия. Чемпионат мира по футболу. Тот самый, который выиграла сборная Италии, где в финале Зидан вот так вот ударил Матерацци в грудь и был удален. Примерно разгар плей-офф. У меня очередной переезд из одного города в другой. Я оказался в Кёльне. И вот вечером я выхожу в город. И вижу примерно 7-10 бразильских болельщиков. И эти 7-10 человек строили карнавал в миниатюре. Несколько горячих девушек, которые плясали, и несколько мужиков, которые барабанили. И это было невероятно энергично. Все это собрало огромную толпу вокруг, и всей этой толпе было очень хорошо. И с одним из этих чуваков, который барабанил, я потом завязал разговор и спросил, кто ты, что ты, как тяжело им добираться из Южной Америки в Европу, и он сказал простую вещь. Чувак, я простой офисный работник. Но я езжу на каждый чемпионат мира по футболу, потому что все 4 года между этими чемпионатами я тупо коплю бабки, чтобы быть со своей сборной, где бы она ни играла. Поэтому я завидую всем, кто будет рядом с болельщиками сборной Бразилии на чемпионате мира в России. В общем, вы поняли, пропустить такой движ категорически нельзя. Если вдруг у вас до сих пор нет билетов, это еще можно исправить. Благодаря кому? Правильно, Альфа-банк. Около 1000 клиентов Альфа-банка уже получили свои билеты. И еще примерно 2000 билетов, в том числе на самые топовые матчи, которых нет в продаже, все еще в акции. Чтобы принять в ней участие, нужно выполнить всего 2 несложных
условия. Зарегистрироваться на сайте fifa.alfabank.ru, потратить 15 тысяч рублей по карте FIFA 2018 с бесплатным обслуживанием. Определение победителей проходит каждую неделю, поэтому ныряем по ссылке в описании и присоединяемся. Вы рисуете, вы производите дизайн. Я, в частности, рисую большую часть как бы сказать, визуальной продукции, относящейся к Кровостоку, в том числе последняя обложка с Чебурашкой, это мой рисунок. В этой смеси слишком много табака. Мне приходилось иллюстрировать книги, делать иллюстрации для журналов, рисовать комиксы. В общем, я в основном занимался и занимаюсь графикой, помимо... Вы делаете это параллельно с Кровостоком? С появлением Кровостока как-то у меня стало меньше стимулов и поводов этим заниматься, к моему сожалению. А до этого это было основное мое занятие. Собственно, я учился, закончил художественное училище памяти 905 года, такое довольно хорошее. В общем, лучшее из средних художественных заведений Москвы было там, на тот момент, когда я его заканчивал. Что было самым заебатым, что вы сделали до Кровостока по части дизайна? То есть какая-то работа, которую могли бы сказать, это мое. Именно моя личная. Да, как дизайнера, видимо, как художника. Комикс у меня один хороший был. Его опубликовали в том числе в журнале «Птюч» уже на излете его существования. Про что был комикс? Комикс назывался «Горящая башня имама». Тогда это были как раз нулевые годы, активно шла Вторая Чеченская война. И это был такой комикс, визуализирующий сон мальчика-пионера, который, в общем, засыпает и проваливается в реальность Чеченской войны в теле такого мощного исламского проповедника. Там с ним много чего происходит, и в итоге он просыпается опять в своей комнатке. Ого. Какая-то реакция поступала с юга Да, России? в общем, все, кто увидел, как-то комплиментарно вроде как-то выражались по поводу моей работы. Видите, вы о ней не слышали, значит... Это ничего не значит, да. Я о чем не слышал. А как живут русские художники? Как жили вы до Кровостока? То есть что было вашим примерным заработком, что вы могли себе позволить тогда? Это все такие, эпизодические заработки. У художника вообще такая деятельность, которая редко предполагает, какие-то регулярные доходы. Как-то перебивался то сё, там временами не было денег, там временами появлялись. Жил небогато, так можно сказать, но весело. Так, а пример небогатой жизни, которая у вас тогда была? То есть был момент, когда у вас не было бабла, не знаю, в течение месяца, например. Когда вы Бывало, что не было бабла в метро пройти, например. Да. Очень хорошо умел проходить без денег. У себя в текстильщиках вы вылезали? Где приходилось. Обычно маршрут начинался с текстильщиков, да. Вы работали обвальщиком мяса на Микояновском мясокомбинате. Расскажите, что это за работа? Это скорее шутка, конечно, была. Это шутка? Шутка, да. Ах, а я думал, вы расскажете про мясокомбинат, про то, как крыски там в котел с мясом. Я могу рассказать, и, собственно, шутка появилась не на пустом месте. В юности я, как и многие, косил от армии, лежал в сумасшедшем доме, психиатрическая больница номер 13 в Люблино. Так. Это был один из немногих способов, как можно было в середине 80-х не пойти в армию. То есть и, возможно, не попасть в Афганистан. Афганистана, по-моему, уже не было, но в армию все равно не хотелось совсем. Так. И там, помимо всяких клинических сумасшедших, был какой-то процент людей, которые просто работяги, попадали с белой горячкой. То есть там через 2-3 дня алкогольный психоз у них проходил. Это были, в основном тупые, но, психически более-менее нормальные люди. И часть из них работала на Микояновском комбинате. Они что-то рассказывали как-то. Ага. И вы оттуда взяли для песни? В то время, если бы, как-то мне надо было эту шутку развить, я бы мог ее, как-то немного раскрасить какими-то подробностями. А что рассказывали?
Ну, как ящиками крыс там они ловили, в общем, как выносили мясо, перекидывали его через забор, потом подбирали. А крыс ловили просто потому, что их много там? Как-то, ну, по-моему, это было скорее развлечение такое. Ну, в общем, что-то они, наверное, с ними еще плохое делали, но это я, слава богу, уже не помню. Как вам лежалось? Сколько вы там были? Довольно долго, 2 месяца с копейками. А что за процедуры у вас были? Делали из вас психа настоящего? У многих получалось попасть на экспертизу сразу, как бы, а у меня не получилось. Поэтому мне пришлось как бы ложиться на лечение. Я довольно подробно симулировал некий диагноз. А как это происходило? То есть к вам приходил доктор, а вы... Ну, у меня такой он несложный был. Мне надо было изображать такого несчастного, приторможенного такого человека. И чего? Он не понимал разве? Не знаю, как. Мне кажется, в то время это было на совести психиатра во многом. Были психиатры, которые, как мне кажется, понимали, что мальчик вроде неплохой, в армию идти не хочет, но вообще зверем ему быть не хотелось. А был другой тип психиатра, который просто тоже все понимал, но ему можно было принести бутылочку коньячку, и он сначала тебя отпускал в отпуск, а потом отпускал совсем со справкой. Как у вас получилось? А у меня получилось через... У меня первый как раз был доктор такой, скорее, душевный и хороший, а второй такой вот через коньячок. Самую большую жесть, которую вы увидели в этих застенках? Ну, там вообще довольно жестко, как бы. Я не был, слава богу, в местах заключения, но это как-то в миниатюре такой, в общем, пенитенциарка лайт. Ну, жесткого особо я там ничего не видел, какого-то душераздирающего. Но вот и смешного один раз видел, как люди сушили сырую принесенную траву в курилке психиатрического отделения. Психбольные? Да. Ну, это не совсем. Это как раз были ребята, которые лежали на экспертизе. Угу. И как, высушили? Ну, как-то высушили, да. Молодцы. Юрий будет дуть будет Юрий. Как снимался клип «ГЭС»? Вопросов много, реальных ответов только 3. Эйфоретики, стимуляторы и галлюциногены. Нужное подчеркни. Честно говоря, понятия не имею, потому что у нас нет ни одного официального клипа. Все наши клипы, в том числе вот самые лучшие, сняты просто поклонниками нашего творчества. Ну, поклонниками, можно громко сказать. Ну, теми, кто любит наши песни. Ну, а вот эта девочка, которая там... Вот, вы ее даже не знаете? Нет, я, честно говоря, с ней не знаком даже. То есть просто вы проснулись, зашли в YouTube? Или вам обычно скидывают, да, какие-то люди. Вот, например, про ГЭС меньше знаю, но вот у нас есть мультипликационный клип на песню «Колхозники». Мегафон орет что-то про сдаваться, блять, как бы, сука, не так. Так. И это нам прислал в какой-то момент молодой человек, на тот момент учащийся в ГИКа, мультипликационного отделения. Это была его курсовая. И сейчас он живет в Ютубе как клип? Да. Очень. А вы не тратите на клип, потому что, ну, его нахуй? Да не то что, ну, просто... Сейчас клип, мне кажется, не настолько работает, как... Ну, не настолько важен, как во времена MTV. Ну, то есть он не настолько работает, но эта вещь все-таки... Ну, требует каких-то затрат, команды. Ну, в общем, это такая вещь, ну, это такое же мини-кино. Ну, и, в общем, такая вещь, ну, если его делать, то он должен быть хороший, а, ну, таких прям очень уж хороших клипов у нас, я не знаю, давно не видел. Мы гоняли прошлым летом к Евгению Чичваркину, и после этого сделали клип из его рассказа на бит из биографии. Загрузился килограмм 300, наверное. Поехал на точку, встал и расставился. Все, 8 утра, ку-ку, солнце встало. Пошли эти самые мешочники, отторговались быстро, все соседи мерзнут, половина палаток с кавказцами не открылась. Как вам? Я, честно говоря, именно его не слышал, потому что это уже, в общем, идея-то не новая, наложить на бит биографии, ну, какой-то голос монотонно произносящий что-то, да. Вот, а так идея хорошая, вот, но именно Чичваркина, честно говоря, его речитатив не слышал. Пошел еще догоняться, еще 300 килограмм. 2 тонны перекидал тогда. Я отморозил 2 пальца, они до сих пор не чувствуют. Но подняли вы сколько? Нормально поднял. Нормально? Юрий будет дуть будет Юрий. 90-е. У вас, в общем-то, влияние 90-х на ваши треки колоссальное. Как вы интерпретируете эти времена? Это было хорошо или это было плохо? Ну, как и все времена, они такие были разные, но мне они запомнились хорошими. Почему? Была свобода,
было такое временное окошко, в которое можно было почувствовать себя свободным. Может быть, люди там жили бедно, многие там совсем бедно. Ну, а тут уже вопрос приоритетов. Как бы. Я сам просто жил бедно в этот период, но мне важнее свобода, вот, а многим людям важнее, ну, в общем, как бы, чтобы у них был какой-то минимум, и они, наверное, это время вспоминают с грустью, а я, наоборот, с удовольствием. Ну, слушайте, а вам возразят, а что делать с этой свободой, если у тебя нет бабок даже в Польшу съездить? Не то, что мир посмотреть или за океан слетать. Свобода такая вещь, тут каждый решает, что с ней сделать. Но, в общем, мне кажется, если ты не знаешь, что сделать со своей свободой, значит, она тебе не нужна. Тут, мне кажется, каждый сам отвечает на этот вопрос для себя. Я, в общем, нашел в 90-е, как поступить со своей свободой. А расскажите, то есть вот как вы пользовались свободой, когда у вас вообще не было бабла? Да, ну, вообще, я не помню, сколько у меня было лет, там, в общем, между 20 и 30. Ну, в таком возрасте вообще бабло же не особо, мне кажется, важно. Ну ладно, под 30 не важно бабло? Ну, не особо. Ну, я не знаю, мне вообще не особо, я имею в виду, ну, то есть, понятно, мне важно бабло, но у меня есть какой-то, ну, круг необходимых вещей, и больше мне, условно говоря, не обязательно, не надо. Машину я не вожу, питаюсь немного, дизайнерскую одежду не ношу. Квартира у меня есть в текстильчиках. Так, хорошо, сколько вам нужно в месяц? 100 тысяч рублей вам достаточно в месяц? Ну да. Я не знаю, я так тоже не считаю и никогда не планирую, потому что, во-первых, заработки у меня все-таки, ну, я имею в виду, я не получаю зарплату раз в месяц. В общем, в моем окружении есть люди, как правило, которые лучше в этом разбираются. Здесь сидит жена Шила. В общем, мне хватает. 100 тысяч рублей вам хватает в месяц? Мало. Нам все мало. Хорошо, но мало. Но хватает? Ну, нам бы хватило. Нам ситуация, но нам всегда мало. В общем, мне кажется, мне бы хватило 100 тысяч в месяц. Так, хорошо. А вот расскажите, тогда просто расскажите ваш спектр удовольствий в 90-е без бабок. Ну, тогда была масса вечеринок, все ходили друг к другу в гости, был активный художественный процесс, было много интересных выставок. В общем, как бы люди начали выезжать за границу, там, в том числе мои друзья, художники с выставками. Ну, в общем. Вы не выезжали? В 90-е нет. Вы помните, когда первый раз за границей оказались? В Швейцарии, что-то в году 2007-2008. По какому поводу? А у меня там жила хорошая моя подружка, соученица моя по художественному училищу. Она меня позвала в гости. И вы просто... Стоп, 2008 год. Вам было за 40. Ну да. Ну, Юра, советские люди, многие вообще ни разу не выезжали за границу. Вы так на меня смотрите. А как жить можно, если ты не выезжал ни разу? Ну, ты не видел других людей? Ты это понимаешь, когда ты выехал, в общем. А пока не выехал, жить можно. Ну, и можно себе устроить такую жизнь, чтобы тебе не было скучно. Но это как бы приятная опция, если она есть, с ней намного лучше. Я люблю, в общем, выезжать. Какой рэп вы слушали до Кровостока? Ну, какой-то хороший, я не знаю, популярный рэп. Ву-Тэнг мне нравился. Так. Как раз я удивился, впервые узнал от одного знакомого американца, что в Америке, оказывается, не будут слушать музыку, если она не на английском, если они не понимают слова. В этом смысле у нас, как я понял, музыкальное восприятие абсолютно другое. То есть, как бы, если все это звучит, как-то заходит, человеку вообще не важно. В этом смысле, может, мне кажется, даже и хорошо, что я не понимал слов, потому что не уверен, что я был бы в таком восторге от текстовой составляющей. Так, что еще? Там, я не знаю, ну, да все, что все слушали. Cypress Hill, Ice Cube, Ice-T, Public Enemy. Не рэп вы воспринимали как-то? Да. Что вам нравилось? Там, металлическую музыку, гранж там того времени какой-то, там, Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains. Нирвану. Нирвану. Угу. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Видели ли вы вот это видео? А вы употребляете вообще наркотики? Мы нет. Честно? Вообще? Конечно, видел. Мы же не занимаемся запрещенным. Ну, что? Ну, отличное видео. А зачем вы врали Ксении Собчак? В смысле? То есть вы хотите сказать, что вот это лицо говорит, что не употребляете, да? Ну, я доволен просто. Вы Сижу, да, конечно. обманули будущего кандидата в президенты? Ничего страшного. Как вы... Ничего страшного? Как вы отнеслись к выдвижению Ксении?
Плохо. Почему? Ну, потому что, ну, в общем, я примерно представляю себе, как это все было, ну, или мне так кажется. Но она как бы выступила спойлером, не являясь, на самом деле, кандидатом, пыталась оттянуть голоса какой-то либерально-демократической части небольшой нашего общества. Угу. А как вы думаете, для чего она это сделала? Ну, я думаю, чтобы получить хорошую сумму денег, и как-то, наверное, она дальше собирается политикой заниматься, думаю. Две причины. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Про арт я хочу с вами поговорить. Смотрите, индустрия вот это дизайна, художники и все остальное, как она живет? Во-первых, на каком она уровне? Мы привыкли говорить, например, что русское кино в жопе. Бывают классные вещи, иногда бывают почти шедевры, но в целом это паршиво. Ну да. Что с артом русским? Мне кажется, еще хуже ситуация, честно говоря. Ну, вообще, русское современное искусство довольно провинциально, вторично. Вот. Но какая-то вот как раз была движуха в 90-е, когда появилось несколько галерей, которые пытались вписываться в интернациональное все это арт-пространство, ездили на какие-то ярмарки, это важно вот в этой всей арт-движухе. Вот, и как-то было ощущение, ну это началось еще в 80-х с первого этого Сотбиса русского, когда вот там продались за большие деньги первые русские художники, пошла такая волна, вот этот соцарт. Ага. Вот, и 90-е было так по инерции, вот был какой-то интерес, и вообще и у художников, и у иностранных кураторов и коллекционеров к этому всему. А кто были звездами в 90-е? Русскими? Акционисты, Кулик, Бреннер, Осмоловский, коллективные действия. Расскажи что-нибудь крутое, что кто-то из них делал. Вот чтобы мы показали это людям сейчас, или фоточкой, или видосом, или чем-то еще. То есть то, что про 90-е можно было сказать, это настоящий хит акционизма. Ну, хит не хит, я скорее буду говорить, ну, так, субъективно, что мне понравилось, что мне показалось веселым. Ну, из акционизма вот смешная, на мой вкус, довольно была акция Бреннера, где он в боксерских перчатках и в трусах зимой как-то так приплясывая стоял перед Боровицкой, это, по-моему, башня, в которую въезжают кортежи, и время от времени громко кричал: «Ельцин, выходи». Было довольно весело. А вторая у него была, да, вот еще смешная акция, где он стоял на месте памятника Дзержинского и громко, обращаясь к зданию ФСБ, говорил: «Не беспокойтесь, работайте спокойно. Я ваш новый коммерческий директор. Не волнуйтесь». Вот. Ну и как-то в таком духе. Смешно и бодро. За либо первое, либо за второе, может, что-то было? Нет, в том-то и дело. Вот как раз это пример еще в том числе и того, что, в общем, тогда было в этом смысле посвободнее. В общем, ему абсолютно ничего за это не было. Объясните людям, не знаю, моей маме, например, которая будет смотреть этот видос, и у нее возникнет вопрос: ну, прыгал, и чё? И для чего это? Вот что он этим показал? Ну, что значит, что он этим показал? Ну, в общем, это было весело. А для чего? В чем смысл этого? Не мне, я понимаю. Объясните своими словами тем, кто не поймет. Ну, искусство, я имею в виду вообще, и я имею в виду этот случай в частности, и в принципе, ну, такая вещь, которая, ну, мне кажется, не совсем нуждается в объяснениях. Как бы ты тут либо как бы испытываешь какую-то эмоцию, либо, ну, не испытываешь. Тут, ну, как бы искусство же такая вещь, оно же изобразительное. В принципе, хорошее искусство, мне кажется, объяснять не надо. Генерально, если упрощать совсем, это вызвать некую эмоцию. Любую, а куда она поведет, это... Да. Что вы думаете про нынешних русских акционистов? Ну, например, самый раскрученный Павленский. Он смелый человек. Вот. Мне понравились очень первые его акции с Красной площадью, с брусчаткой, с ухом. Он прибил свои яйца к Красной площади. Да. Почему вам это понравилось? Потому что смело, хороший образ, но я его не буду в очередной раз пересказывать, что это значит. Он уже сам 1000 раз это, мне кажется, разжевал. А перескажите. Ну, он хотел показать, что все мы такие человечки, которые прибиты к яйцам и не можем особо шевелиться. Ну, как я это так понимаю, простыми словами. Зашитый рот.
«Зашитый рот», мне кажется, тоже такая... Не, вам понравилось? Чуть меньше. Почему? Это изначально способ протеста как раз в местах заключения. Одна из крайних мер. В общем, мне понравилась акция с Красной площадью. Туша у него была, где он обмотался колючей проволокой. Просто это выглядело пронзительно. Там тоже, мне кажется, не нужно ничего объяснять. Голый человек, лежащий на улице, обмотанный колючей проволокой. И с ухом мне понравилось. Что он с ухом делал? Где он сидел на стене психиатрической больницы и отрезал себе ухо. В общем, выступление против карательной психиатрии, это, в общем, тяжелая вещь, неприятная в этом смысле, я всегда за. Двери Лубянки, понятно, тут, просто восхищение, смелость как-то. В общем, он сделал, мне кажется, то, что многие бы не прочь были сделать, но кишка тонка. Вы хоть что-нибудь из этого могли бы сделать? Думаю, нет. У меня немного другой жанр. А что случилось во Франции? Тут я не знаю, что случилось, но вот там продолжает что-то случаться. Вот там поджег двери Банка Франции. Сейчас находится в французской тюрьме. Это, на ваш взгляд, перегиб или нет? Петя Павленский художник. Я могу его критиковать как художник художника, но не в нынешней ситуации. Вообще критиковать художественные качества той или иной акции в тот момент, когда человек, в общем, за эту акцию сидит, как вообще немного, мне кажется, некорректно. Человек сделал что-то яркое, его посадили, а я тут буду сидеть и говорить, что мне что-то там, огонь не так загорелся. Опять-таки у многих возникнет вопрос. Вот вы так восхищенно говорите о Павленском, но он же псих. Что вы несете? Во-первых, я не могу сказать, что я им прям восхищен. Вы респектуете, давайте так сказать. Мне вообще нравятся смелые люди, да. В этом смысле мне он симпатичен. Даже психи? Что значит психи? Я, в общем, сам не считаю себя временами вполне, так сказать, психически адекватным человеком. Психи мне гораздо ближе и симпатичнее, чем, в общем, простые обыватели. Еще про акционизм общественный, политический. Pussy Riot. Насколько я понимаю, вам акция в Храме Христа Спасителя понравилась? Да, она веселая, бодрая, да. Почему вам понравилось? Потому что это смешно, весело. Я не знаю, Юра, вы были в Храме Христа Спасителя? Да, один раз. Как вам? Внутри? Что напоминает? Внутри? Да. Нет, мы сейчас имеем вход центральный в церковь. Вообще пространство внутри, да. Пространство многофункциональное. Мне, честно говоря, по отделке очень напомнило ТЦ. Я был один раз. Торговый центр? Да. Это такой многофункциональный торговый центр, с... Автомойкой. Да, мы как-то даже заезжали один раз, помыли там автомобиль, там такая стоянка, несколько майбахов стояло. В общем, это такая матрешка. Да, клянусь, пару майбахов точно стояло. И это был протест. Это был, но они сами же это и говорили, и декларировали, да. Это была молитва, в общем, такая более искренняя, чем, мне кажется, святость этого культового учреждения или здания. Хорошо, а если бы они, например, такое сделали в Елоховском соборе, где нет автосервиса, а где церковь как церковь, и на месте которого Ленина не пытались построить? В любом случае, даже если бы я был верующим человеком, меня бы это никак не... в общем, как бы это сказать, не оскорбило. В общем, ничего никто не поломал. В этой молитве было больше, в общем, искреннего, чем в этом месте, которое обиделось за то, что нарушена была некая святость. А вы верующий человек? Скорее нет, чем да. Крещеный, православный. Не могу сказать, что я принадлежу к какой-то из конфессий, не верю в Бога ни в одной из версий, каких-то основных конфессий, но верю в чудо. Чудеса бывают, со мной они происходили. Описывать не буду. Нет. Чудо такая вещь, ее описываешь, и она перестает быть чудом. Юрий будет дуть будет Юрий. Что вы слушаете из музыки русской современной? Ничего, честно говоря. Прям слушаю, ничего. Что из рэпчика вам нравится? Фейс смешной, но слушать я его вряд ли, слушаю. Это все-таки музыка как раз, для другого поколения, так сказать. Но, в принципе, как персонаж он мне симпатичен. Почему?
Ну, он органичный, он выглядит таким примерно, как, ну, в общем, пытается из себя изобразить, тем более он один из немногих, ну, каких-то, в общем, довольно смелых рэперов, который может, ну, сказать то, что он думает. То, что он думает? Ну, я имею в виду его вот эти посты смешные всякие по поводу политики, как-то, ну, в общем... Я просто не видел. Я-то нет, я посты не видел. Мне казалось, что вы про песни. Про песни говорите. Не, ну песни нет. Ну, песни смешные, но, в общем, как бы, это не совсем мое, я бы не стал такое слушать. Ну, довольно забавный, хороший, мне нравится. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Как часто у вас после концертов происходит, когда те самые люди, которые уверены, что это не лирический герой, а это автобиография, подходят к вам, хлопают по плечу и говорят, что жизненно. Оказался федеральным, взял первый мерен, подвис на винте капитально, вылечила бутырка, спасибо Керри. Как часто происходит контакт с людьми, которые воспринимают вас как шансон 2.0? Я не знаю, я, честно говоря, думал, что их уже не осталось. Их полно. Был один курьезный случай, я уже, мне кажется, его где-то даже в каких-то интервью описывал без имен. Расскажите. Выступали мы один раз на таком сборном дне рождения. Это было еще ближе к началу, так сказать, нашей музыкальной карьеры. День рождения некого бизнесмена. Мы выступали не одни, это был такой сборный концерт, в том числе там были и мы. Ну, в общем, видимо, это были группы разные, которые ему нравились. Ну, там, Лариса Долина и... Ну, нет, скорее там какой-то рок был. Я уже не... В какой-то момент уже перед выходом нашим на сцену в гримерку зашла его красавица-жена с такой странной просьбой, что вот в песне «Биография», как бы она очень хорошая, но не могли бы мы не исполнять вот ту ее часть, вот уже как главный герой возвращается уже в Москву, и с ним начинает происходить плохое. Стали колоть где бабки, вспомнили помененный паспорт, достали старые папки, поняли, пассажир опасный. Когда в аэропорту его... Ну, когда его повязывали, принимают, и, в общем... И вы не исполняли? И мы не исполнили. А вы задали вопрос, почему? Ну, мы и так поняли. Потому что это про него. Ну, видимо, да, видимо, это про него, а вторая часть, она бы хотела, чтобы это было не про него, как я понял. Ну, жена красивая. Красивая что? Жена красивая. Жена красивая, да, модель. У вас есть объяснение, почему блатная романтика так популярна на Руси даже сейчас? Ну, вроде бы как-то, сменяется же поколение. Понятно. Ну, у меня, по крайней мере, есть этому объяснение. Как правило, эта культура, ну, вообще такая вот криминально-уголовная, маргинализируется и становится непопулярной среди основной части населения, когда властные институты выполняют все свои функции, в том числе защиты граждан, и человек, пострадавший от действия каких-то злоумышленников, может обратиться в полицию, и она ему поможет. Вот. А у нас, в общем, понятно, что мало кто из людей, особенно простых, у которых нет связи или денег, чтобы как-то свои какие-то проблемные ситуации решать, они понимают, что в милиции им как минимум не помогут, в полиции. Так. Ну, а должна же быть, наверное, у молодого человека вообще, например, какая-то, как бы сказать, его версия справедливости, что ли. В ситуации, когда все эти институты не работают, вот есть некий параллельный институт, который как бы пользуется авторитетом среди молодежи. Им кажется, что это люди, которые действительно честные. То есть, если бы менты в России были честными, то шансон и вообще 103.0 никогда не пользовался бы такой бешеной популярностью. Я не знаю, прогнозировать не могу могу судить по каким-то, странам Европы, например. Так. Там не популярно же, я имею в виду какой-то криминальный уголовный образ жизни. Это крайне маргинализованная область вообще общества. Угу. А у нас там, и особенно в местах, где совсем уже безвластие царит, типа там Дальний Восток, Забайкальский край, где там, понятно, просто и представителей власти, и милиции просто номинально их немного на какие-то огромные территории. Понятно, что там, в общем, все это пространство контролируют не они.
Самое невероятное место, в котором вы бывали? В России, кстати, Череповец, не Череповец, а Челябинск мне понравился. Чем? Не знаю, это огромный индустриальный город, но как-то я в нем почувствовал себя неожиданно и парадоксально уютно. Мне это напомнило, вот у меня в Текстильщиках недалеко есть такая промзона, где мы в детстве много проводили времени. Так. Гуляли там. Такое странное, очень постиндустриальное, такое местами полузаброшенное, такое странное пространство. То есть вы кайфанули? По-своему, да, но мы там недолго были, я, в общем, там своими ногами особо не гулял, из окна машины все дико прикольно. А в мире? Ну, из мест, где я был, ну, пожалуй, Япония, Токио мне больше всего понравилось. Вы там были? Ну, да. Что делали? Тусовались, у меня там друг просто живет. Русский? Русский, да, но у него жена японка. Ух ты, что делали? Тусовались, смотрели достопримечательности, ходили в приятный японский общепит, музеи, выставки. Что вас поразило больше всего в Японии? Это же реально другая планета. Больше всего поразило то, что как бы уровень, ну вообще цивилизации, вообще пространства такой, как вот ну, в других местах, где я был, там типа Европа, но при этом культурно, цивилизационно это абсолютно другое. То есть как бы ты в супертехнологичном пространстве, но оно абсолютно не похоже на то, что ты видел там, ну, до этого где-нибудь в Европе. То есть все другое. Ну, то есть это 22 век? Ну да. Там, как раз-таки там может старый заброшенный какой-то объект выглядеть, как у нас бы в будущем такое могло бы быть, а он уже там ржавенький, условно говоря. Юрий будет дуть, будет Юрий. Когда вы последний раз дрались? Ну, давно. Ну, больше 10 лет назад, наверное. Что это было? Ну, как-то алкоголь. И? Ну, нелепая ситуация. Так, если не вдаваться в подробности, меня позвали, так сказать, помочь. Обидели моего друга. А я был уже сильно пьяный. И мы пришли, вот, нашли его обидчиков, и было 4. Вот. Ну и как-то я сразу как-то начал действовать, но, в общем, в итоге силы были не равны. Я попал в Склифосовского. Потерял 1,5 литра крови, на следующий вечер убежал домой. Все нормально. Как можно не вдаваться в подробности? Расскажите чуть лучше. Вас резали? Ну нет. А как кровь Нет, из носа вытекла? Нет, сначала просто первый из них я довольно сильно ударил ногой, он уже после этого не участвовал как бы в потасовке. В конфликте. Да. Вот. А приятель мой, он такой довольно некрупный. В этом смысле он участвовал, ну то есть он участвовал, он помогал, но он физически морально, не очень... Ну нет, он, в общем, помогал. Вот, и какое-то время, в общем, как-то все двигалось, но потом кто-то из них, в общем, догадался зайти как-то сзади, и не то, в общем, бутылкой мне по голове ударил, ну, в общем, сзади было не видно. Я понял, что надо менять дислокацию, как-то, в общем, отходить, но они меня нагнали, ну, и там уже как-то, в общем, ну, так потоптались на мне хорошо. Так, а текло откуда? Из головы. 1,5 литра крови? Да. Почему сбежали? В смысле? Из Склифосовского на следующий день. А там было как-то холодно, топили плохо. Ну и вообще как-то мне показалось, что уже мне пора домой. Многое помогает. Неделя в кижах, и все без бля как рукой, но даже в кижах понимаешь. Пора возвращаться домой. Ярославль, чем история закончилась? Ваши тексты хотели запретить, и группу «Кровосток» хотели вне закона объявить. Ну да. А почему не объявили? А потому что мы выиграли суд благополучно с помощью наших чудесных друзей. Что за друзья? Это издание «Медиазона», правозащитная группа «Агара», правозащитная группа «Зона права». Это вот наши хорошие друзья. Они вписались? Да. И что, смогли доказать, что вы... И, собственно, у нас был чудесный абсолютно адвокат из как раз Агары, Дамир Гайнуддинов, вот, который чудесно абсолютно выстроил защиту, а сторона обвинения абсолютно не подготовилась. Вообще было такое ощущение, что они рассчитывали на то, что мы просто, ну, как бы никуда не поедем, и, в общем, они по-тихому все это примут. Вообще было ощущение, что они не готовы были к тому, что мы приедем вообще на эти суды, да еще с группой поддержки, со СМИ и тому подобным.
Вот. И как я понял по этому случаю, ну, именно лично, на личном примере, что вообще люди, которые подобное обычно затевают, они больше всего не любят огласки, потому что структура, в общем, сразу их каким-то начальникам это все не понравится, в общем, у них могут быть проблемы от этого. И, в общем, как мне кажется, сейчас больше всего все эти структуры боятся... Шума. Шума, да, именно. То есть шум как средство защиты можно использовать? Ну, боюсь, что в нынешней ситуации это вообще, пожалуй, единственное средство защиты. А напомните, вас хотели объявить... запрещенных. Вас хотели запретить в хотели запретить Ярославле? наше творчество. Нет, вообще, в принципе, по просто России. Жалоба шла из Ярославля, и поэтому судились там. Ну и там непонятно. Было ощущение, что это такое было начало, у них были претензии почему-то к одному только нашему альбому, причем на тот момент не самому последнему. Вот, но вполне возможно, если бы они выиграли, у них все получилось, в общем, они как-то начали бы дальше нас как-то так приминать и укатывать. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Вот этот флешмоб, это во время Ярославского суда. Так получилось? Или это... Это просто какие-то люди, это просто инициатива каких-то людей была. Слушайте, это даже прям вот буквально я впервые увидел, находясь вот в Ярославском суде. А это же, подождите, это же не фотошоп, да? Нет. То есть это реально человек из милиции? Ну, наверное, да. Вот, Кровосток наш. Да. Кровосток наш. Да. А вы хоть одного милиционера, который вас слушает, знаете? Ну, я лично ни одного милиционера не знаю. Слушайте, вам прям как человеку с радио «Шансон» важно это подчеркивать. Не, ну вы спрашиваете, я отвечаю просто. Прям ни одного, да? Ну, нет. Ну, бывших. А бывшие милиционеры бывают? Бывают. Кстати, это один из немногих шансов. Что? Ну, как-то стать обратно человеком. А когда человек работает в органах, это... Ну, в нынешней системе, мне кажется, невозможно остаться человеком. Почему? Ну, потому что, как-то там строгая очень иерархическая система, которая зарабатывает деньги. И, в общем, она довольно жесткая, и ты либо, как-то в нее встраиваешься, либо она тебя отторгает. Мне кажется, так. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Осень прошлого года. Добило ли до вас то, что происходило в Красноярске в октябре, кажется? Ну, то есть как, новости дошли? Для тех, кто не в контексте. В Красноярске некий человек расклеил растяжки по автобусам «Голосуй за Шило». По сути, предвыборный плакат с цитатами из вашей песни. Как вы это восприняли? Ну, мне было приятно, как я это мог воспринять. Президентом я себя не вижу, быть президентом не собираюсь, но, в общем, это же тоже косвенное проявление любви, симпатии. Мне приятно, безусловно. Вы связывались с человеком этим или нет? Нет. Как вы это расценили? Он тоже решил в акциониста поиграть или просто... Не, акционизм все-таки это искусство, более серьезное занятие. Мне кажется, это такая шутка разовая, довольно смешная. Мне кажется, человек пошутил. Вы на выборы ходили? Нет. Почему? Мне кажется, в этот раз смысла не было никакого ходить на выборы. А когда был смысл? Это вообще субъективное ощущение. Можно сказать, что никогда нет смысла, можно сказать, что всегда нет смысла. В общем, у меня было внутреннее ощущение, что в этот раз не надо этого делать. А объясните, почему? Не было ни одного кандидата, за которого я мог бы проголосовать даже в качестве протеста. Когда вы ходили в последний раз на выборы? А вот в предыдущий раз, когда были муниципальные выборы, я ходил. Муниципальные? Летом были выборы... Типа за местных депутатов? Так я ходил, на самом деле, просто посмотреть, как это происходит. Там тоже, в общем, это все никакого значения не имело. Более того, в моем районе не было тоже депутата, за которого я мог бы проголосовать, но я пошел, испортил свой бюллетень и посмотрел, как это все происходит. В 2005 году вы говорили, самая большая проблема России в последние годы – это свобода. Нам перекрывает воздух. В 2005 это вы говорили. Что вы скажете про это в 2018? В общем, тенденция, озвученная мной, мне кажется, продолжается, усиливается. В общем, в этом смысле тенденции те же, мне кажется. Те же или сильно хуже? Свобода становится меньше. В общем,
несвободы становится больше. Ну, в общем, я думаю, все это чувствуют, и я в том числе. Ну, просто на уровне ощущения, я просто родился и вырос в Советском Союзе. Сейчас очень много появляется признаков, которые, ну, напоминают мне то, что было тогда. Например? Ну, такое ощущение внутренней несвободы. В общем, люди боятся говорить то, что они думают. Так же, как было в «Совке»? Ну, не так же, но я имею в виду, вектор все равно есть этот. Цитата из трека «Череповец», которая меня интересовала всегда, расшифровка. «Россия — это холодец». В этом есть образ или это просто шутливый поток бреда? Череповец, череповец. Россия — это холодец. Холодец в том смысле, что ну, все мы тут вперемешку, в общем, всеми нами могут перекусить. Ну, вот как-то так. Путин трутень? Ну, безусловно. По телевизору Путин трутень на сером костюме. Как бы самец пчелы, который, ну, не работает. Так, то есть Путин не работает, по-вашему? Ну, по крайней мере, он не работает так, чтобы я это почувствовал, так могу сказать. Как? Ну, подождите. Ну, присоединил полуостров, спас Сирию, ракету сделал. Ракету сделал? Ну, которая до Флориды может долететь. Ну, вроде там компьютерная графика какая-то была. А что, вы не верите, что ли? Ну, пока не очень. Вот Ким Чен Ын хотя бы видео показал. А тут пока компьютерная графика. Ну, в общем, в любом случае, пугающие перспективы. Этого я тоже насмотрелся в своем брежневском советском детстве. Почему так произошло? У вас есть понимание? Ну, казалось бы, что, никому не нравилось то, что было в «Совке», и это вдруг пало, и люди с облегчением восприняли, а сейчас сами к этому вернулись. Ну, люди устали от авторитарного советского режима, но оказались не готовы к свободе. В общем, видимо, им казалось, что свободы будет достаточно для того, чтобы зажить как в развитых странах. Постепенно оказалось, что помимо свободы надо еще и работать. Вот. И в этом смысле, видимо, легче было вернуться к такой, как бы сказать, детской позиции. Ну, в общем, делегировать все решения, ну, в общем, представителям власти, ну, как-то. А власть всегда готова это подхватить, мне кажется. Что вам больше всего не нравится в современной России? Произвол, сословность. Сословность? Ну, то, что как бы общество так, как бы сказать, стратифицировано, как бы разделено на такие... Касты? Как бы, ну, уже почти. То есть, условно говоря, за один и тот же проступок, простому человеку будет большой срок, а за абсолютно такой же поступок непростому человеку может не быть ничего. Ну, вот это я имею в виду. А когда-то по-другому было у нас в стране? Да не помню. Ну, у нас, может, и не было, но это же не значит, что так должно быть. Угу. Произвол, что вы имеете в виду? То же самое, то, что как раз-таки, если человек в этой стратификации занимает какое-то несущественное положение, ну, в общем, с ним могут сделать что угодно, по большому счету. Приведите пример. Ну, если даже брать ту же пенитенциарную систему, ну, какая-то, допустим, зона. Так. Сидят абсолютно в разных условиях люди. Например, даже если ты из Москвы, то тебя там особо, ну, в общем, мучить не будут, побоятся шума. Если ты из Москвы известный человек, то тебе вообще может быть относительно неплохо. Серьезно? А если ты парень из этих мест, бедный, простой, с тобой вообще могут сделать что угодно. Ну, в общем, это очень плохо. Я думал, вы имеете доступ к кормушке и все остальное. То есть, ну, об этом я уже не говорю, как кормушка просто... Как вы к этому относитесь? Люди, ну, очевидно, вы не готовы, точнее, вас напрягает то, что свободы мало в государстве. Кто-то валит, кто-то уезжает. Как вы это воспринимаете? Вы думали хоть раз о том, чтобы свалить? Ну как, на уровне таких, как бы это сказать... Ну, то есть мысли, понятно, такие возникали у меня, но я не собираюсь уезжать. Угу. То есть, ну, что-то должно быть прям совсем тяжелое, чтобы я об этом, серьезно задумался. Как вы находите тогда силы, энергию, чтобы не охереть?
Вот, очевидно, что вы интересуетесь. Очевидно, что вы уже жили в таком, и вы фиксируете возвращение. Ну, А да. это, наверное, еще сложнее, чем нам. Ну, как раз наоборот. Да? Ну, у меня-то есть привычка, у вас нет. Ой, мама. Да, очередь за туалетной бумагой. Нас это ждет? А? Ну, нет, надеюсь, что нет. То есть в этом... Ну, в общем, мне не привыкать, я здесь привык. То есть понятно, что есть много, наверное, мест, где можно более комфортно существовать, но если ты там родился, мне кажется, в любом случае переезд в другую страну, в другую языковую среду, это, ну, в общем, для любого человека, который даже более-менее хорошо адаптировался, это все равно трагедия, разрыв как бы с языковой средой, это же очень тяжело. Вот, и, ну и вообще, то есть ты должен начинать все сначала, как бы, я не знаю, я в своем возрасте уже не особо готов начать все сначала, тем более здесь, в общем, я вроде бы чего-то добился. Когда все это может поменяться? И может ли? Вообще полная загадка, не знаю, это из области гаданий не могу сказать. Я хотел бы, чтобы это поменялось как можно скорее, но мое ощущение, что это может длиться довольно долго. Ну, есть теория, что когда придут к власти люди, когда вырастут те, кто ни одного дня не прожил в Советском Союзе, что-то может поменяться. Вы верите в эту гипотезу или нет? Да посмотрим. Может быть, может быть. Вообще молодежь довольно бодрая. Мне кажется, ну, мне хочется в нее верить, по крайней мере. Почему? На чем основан ваш... Ну, именно потому, что, мне кажется, они уже такие не советские. Мы же в этом смысле, ну, как бы... Одновременно у нас запас прочности советский, он такой больший, может быть, но уже в голове таких структур советских, а тут люди именно, ну, мне кажется, ну, по крайней мере, мне хочется верить, что, ну, современная молодежь, она почти такая же, как и везде. То есть она уже не советская в этом смысле, мне кажется. Есть шанс, что они, может быть, ну, в общем, сделают что-то и будут жить в более справедливой и счастливой стране. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Есть ли у вас дети? Нет. Вы переживаете по этому поводу? Или... Нет, скорее. Почему? Ну, не знаю, дети — это такая ответственность. Пока не могу себе позволить. Напомните, сколько вам лет? 47. То есть пока не могу себе позволить? Ну, либо вообще не могу. Ага. А вы готовы прожить всю жизнь и там 70-летие встретить бездетным человеком? Ну, да. Ну, то есть это вас не напряжет совершенно? Нет, вообще. А ваша жена готова к этому? Да? И вас это не напряжет? А почему? Угу. Вы нашли своего человека. Ну, это такая миссия же. Ну, любить не, ну, все может измениться, может, мы как бы... Потом, может быть, мы подумаем по-другому. Но сейчас пока вот так. Так. Ну, просто как раз наоборот, я не знаю, просто у меня много примеров. То есть есть разные примеры у меня, каких-то друзей, знакомых, у кого есть дети. К сожалению, из них вот тех, кто являются какими-то, на мой взгляд, взрослыми, ответственными и сознательными родителями, меньшинство. Как бы, а большинство, на них смотришь, такое ощущение, что они сами дети, но уже зачем-то завели детей себе. Непонятно, чему они их могут воспитать. Плюс, мне кажется, у нас довольно агрессивная среда для детей. В общем, как по ряду вот этих причин я... А сами дети, в смысле, то есть они, ну, то есть не ответственные, они забивают на них или что вы имеете в виду? Не, ну, в принципе, человек же должен, ну, родитель ребенку должен передать какие-то важные вещи и быть для него примером. Да. А многие люди, ну, они не знают, что с детьми делать, как бы, и тем более не могут быть для них примером. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Блиц. Я спрашиваю коротко, а вы отвечаете не обязательно коротко. Михаил Круг или Сергей Наговицын? Михаил Круг. Почему? Ну, я больше просто его песен знаю. Вы любите Владимирский Централ? Ну, я больше... Не, ну, Владимирский Централ я больше люблю... Как же у него это? Девочку Пай? Нет. Где кони ход прибавили. Золотые купола душу мою радуют, конечно. Слезы с неба капают. Путин или Навальный? Навальный. Бригада или «Однажды в Америке»? «Однажды в Америке». Почему? Ну, «Бригада» какой-то, мне кажется, не лучший фильм про бандитов, так могу сказать. На русском языке? Ну да. А какой лучший? Ну, из хороших «Жмурки» смешной, потом, как же его был, Скуценко. «Мама, не горюй».
Ага. «Чужая» неплохой фильм, но книга лучше. А в «Жмурках» заканчивается тем, что бандосы сидят в Госдуме. Как вы думаете, много ли таких людей в Госдуме сейчас? Да, думаю, дофига. Половина, может, больше. Кто-то из ваших знакомых из 90-х там, может быть, есть? Нет, слава богу. Нет, в Думе знакомств не имею и очень не хочу. Нагано или Каспийский груз? Нагано. Nike или Adidas? Nike. Вырежем это. Adidas. Правильный ответ. New Balance, на самом деле. Ельцин или Путин? Ельцин. Почему? Ну, Ельцин, как бы при всех его минусах, было ощущение, что он не злобный человек, и, по крайней мере, он позволял над собой шутить, если вспомнить программу «Куклы». В общем, он какой-то был более великодушный, как мне кажется, несмотря на все его ошибки. Если бы можно было и вас точно за это не наказали, кого бы вы уебали гантелей? Ну, а из двух выбрать-то... Не, вы вообще любой человек. Вот вам любой человек, которого известен. Никого, Юра. Никого? Ну, удар гантели — это же смерть. Я никому не желаю смерти. Что, Хорошо. Люди, что они шоу-бизнес поют песни, что они за этого смерти заслуживают, даже если это отвратительные песни. Уебать не гантели, а просто. Да не знаю, чтобы уебать, нужен повод. Просто человек, который, я не знаю, что-то поет или что-то говорит, я не считаю, что он заслужил того, чтобы я его ударил. 3 слова, которыми вы охарактеризуете 90-е. Свобода, трэш, угар. 3 слова, которыми вы охарактеризуете нулевые. 2 слова: затягивание гаек. 3 слова, которыми вы охарактеризуете 10-е. Да 2 слова тоже: будет хуже. Так называется как раз программа моего друга Сергея Смирнова, главного редактора «Медиазона», которая на Навальный лайв была. За что не жалко умереть? За родных и близких. Забить стрелку или забить хуй? Забить хуй. Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете? Мне нечего ему сказать. Совсем? Вообще. Юрий будет дуть будет Юрий. На нашем новом альбоме ЧБ есть песня «Столярка». Ну эти сочки, без них никуда. Когда яйца в тисках, с губ срывается «да». Про что она? Про человека, который использует в качестве инструментов насилия над своими жертвами разнообразные столярные инструменты. В том числе рубанок. Этот ретро-рубанок советский достался мне от моего деда, Жука Василия Игнатьевича. И этот рубанок я готов вручить вам, Юрий. Подождите, это старый рубанок? Да. То есть Сейчас это... они металлические уже давно. Деревянный рубанок. А ваш герой, он что делает? Соскабливает... Вот так вот делает. Соскабливает кожу с людей. Слушайте, давайте проясним под финал интервью еще раз для... Например, той же моей мамы, например, которая вот сейчас допивает. Но ваша мама наверняка видела успокоительное. Нет, успокоительное. Вот еще раз, она будет думать: боже, это же интеллигентный человек, который там не ругался матом. И она спросит: Юрасик, а так почему же он поет про людей, которые вот так вот соскребают кожу? Зачем он это делает? Что вы ответите моей маме? Чтобы было весело и бодро. Я имею в виду, что описывать, как я кашку овсяную поел, я имею в виду, кому это интересно. То есть вы придумываете, чтобы веселиться? Чтобы веселиться и веселить. Вообще придумаем что-то интересное, конечно. Конкурс. Мы долго думали, что придумать. Сначала мы хотели, чтобы зрители придумали четверостишие, в котором будет слова «Кровосток», «Шило», «Гантели» и фамилия человека, которого вы хотели бы уебать. Но вы никого не хотите уебать. Поэтому, друзья, нужно написать очень доброе четверостишье, которое при этом по стилистике было бы абсолютно кровостокским. И которое могло бы быть использовано Кровостоком, возможно, в следующем своем альбоме. Просто пацаны бы взяли... Мужчины взяли бы... Пацаны нормально. Да, и подрезали бы это четверостишье для себя. То есть что-то очень доброе, хоть про Васильки, хоть про Лютики, про Илью Муромца, но в стилистике Кровостока. Самое оригинальное, кайфовое, прикольное
прикольное его автору достанется вот такой вот рубанок. Вроде все. Юрий